привет! Спасибо вам большое за такое количество комментариев с пожеланиями, с рекомендациями по исправлениям к первому выпуску. Самый частый комментарий был, конечно же, по поводу бровей Стаса. На втором месте были его руки. Стас над этим уже работает. Спасибо всем тем, кто поддержал проект. В любом тренинге ютубовском, в любом мануале сказано: при смене ведущего будет огромное количество негативов и дизлайков больше, чем лайков. У нас в первом видео было в 5 раз больше лайков, чем дизлайков, и это очень крутой показатель. Стас, огромный респект, но я согласен с вами, ему есть куда расти, и расти, еще и расти, еще и расти. Как вы уже поняли, новости у нас будут выходить в понедельник и в пятницу, это первые в мире, я бы даже так сказал, такого рода проект, регулярные новости по автозвуку, развлекательные, познавательные, и не надо нас сравнивать ни с какими подделками, там, когда люди просто смотрят в компьютер, дают комментарии, или когда на фото-видеоряд накладывают свой голос, это не новости. Одно я бы назвал влогом, другое я бы назвал халтурой. И то, и другое я бы назвал халтурой. Короче, все так хуй. Итак, второй выпуск громких новостей, а пока вы его смотрите, мы готовим третий, который вы уже увидите в понедельник. А когда вы будете смотреть выпуск в понедельник, мы будем готовить пятничный выпуск. Так, второй выпуск программы «Громкие новости» вообще не валит. Здорово, это Loud Sound. Остаюсь пока с вами. Ключевое слово «пока». В этом выпуске компания DD Audio выпустила сразу 3 новинки за недавнее время. Почему Коля Рябов покинул команду Альфард? Ты что, с ума сошел? И представляем его новый проект на собственном бренде. Ребята из студии Persona совместно с Медведями готовят новый проект Hunter Морпех. Сергей Ремезов установил мировой рекорд в финале формата DB Drag. Ну и конечно же трэш-мастер. Вот это да! Антиавтозвукер, самогонщик и просто хороший человек Миша М. построил очередной безумный проект. Черт побери, 18 полки! Николай Рябов, известен всем как Коля Термит, Как Коля Банан он известен еще, да? покинул команду Альфард. Банан, здорово! За начало этого года что-то много кто кого покидает. Это становится похоже уже на настоящий спорт, где покупают и продают спортсменов. Вот только спортсмены сомнительные и деньги никто не платит. Охуенная шутка, да? Это я написал. Двенашка на аватарах и Ивека уже сдана на базу Альфард. Но я думаю, ни для кого не секрет, что Коля Термит выпускает свой собственный бренд под названием Russian Bass. Уже строится шоу-кар Лада Гранта на монобренде Russian Bass. Цвет реально бомба получился. Кстати, самодельный и был выполнен путем смешивания двух красок. Видели мы уже мастера, который смешивал краски, да? Белый перл, крыша, блядь! В ней будет установлено во фронтальном исполнении 5 пар 20-сантиметровых широкополосников и 4 пары рупорных твиттеров. В тыл же полетят 2 пары рупоров, 3 пары прототипов среднечастотников, еще 3 пары других среднечастотников на неомоторе и 2 пары шириков. Усилители, кстати, 4 четырехканальника, один из них имеет класс А, что в наше время большая редкость. И еще 2 мощных двухканальника. Посмотрите только, как их двадцатки лупят от 50 Гц. Высокие технологии. Там и САП не нужен, но он, конечно же, будет. Прототип Russian Bass 12 размера с 5-дюймовой катушкой. Хоть и выбор этой акустики не широк, сейчас доступны только рупоры и ширики, но зато они и стоят годно. В районе 5000. Нормальные колонки, они физически не могут стоить дешевле там 7-8 тысяч рублей. Никак не могут. Это просто нереально. Уже установлены хромированные диски и перетянут салон в стиль тачки. Короче, машинка находится уже на конечной стадии проекта. Пожелаем удачи Коле в развитии своего собственного бренда и в достижении все новых результатов. Ребята из студии Persona совместно с Медведями Всем привет, дорогие друзья! готовят новый проект. Изначально история этого автомобиля предполагала другое направление, а именно использование по назначению. Были куплены большие колеса, салон с BMW 7, лебедки и тому подобные штуки.
Но недолго думая, он перешел в класс автозвук. Многое пока они не хотели бы раскрывать, так как нужно сначала это осуществить, чтобы не быть голословными. Чтоб не сглазили, короче. Возможно, что проект будет даже громче самого громкого проекта в России. И не забывайте, что самые громкие это мы. А если серьезно, то ребята ставят себе амбициозные, но реальные цели. И основной упор этого проекта будет скорее на стабильность и на зрелищность, нежели на результат на датчике. Так все говорят, да? Потом результат на датчике появляется, они говорят, вот, блядь, у нас результат. Результат мы должны увидеть уже в этом сезоне. Смотрите громкие новости, мы обязательно расскажем вам об этом. А если повезет, то вы еще и увидите обзор этого автомобиля у нас на канале. Фронт, тыл и сабовое звено будут построены на компонентах фирмы Pride. Также ребята обещают еще несколько сюрпризов. На автомобиле установлены бронированные стекла в передней части, а именно в лобовом и в передних. Сварена клетка, усилен кузов. Ни хрена себе шоукар. В далекие времена шоукары выглядели вот так. А теперь они выглядят вот так. На сегодняшний день ведутся работы по оформлению системы. Информации по моделям пока нет. Пока банан. Короче, тачка строится на стабильность, а не на результат. А бронированные стекла это так, для красоты. Сергей Ремезов, участник команды Альфард и владелец гаража Альфард в Новосибе, где строятся топовые тачки в России. Кстати, уже не только в России, потому что в прошлом году Сергей подготовил супер УАЗик. Это уже даже не просто УАЗик, это бабенище. Там была очень серьезная работа, было сварено и усилено все, что возможно. Вы посмотрите на эти двери, да там и РПГ их хрен пробьют. Сергей в прошлом сезоне взял титул чемпиона мира в классе до 5 киловатт, надавив целых 177,7 децибел. Поставил мировой рекорд, при этом рекорд, который он побил, принадлежал ему же. Прям гордость берет. Сейчас опять вот перед тем, как начали писать, что это прошлогодние новости, мы это снимаем для огромного количества людей, которые не в теме, ребята. И они сейчас узнают о том, что у нас в Новосибирске живет рекордсмен мира. А об этом знают только члены его команды, и то не все. Главный трэш-блогер автозвука в России Миша М. Построил очередной трэш-проект. Че он только не делал. И вместо уся болгаркой стрелял. Гениально. И в комнатные двери сабы прикручивал. Даже учил, как самогон херячить. Чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью, круглый год. Решил снова угорнуть. Теперь он умудрился засунуть 2 восемнахи в заднюю полку седана. One more time. Еще раз. Я медленно сделаю. Черт побери, 18 полки. А что, так можно было, что ли? Да я сам охуел. Правда, сначала зачем-то он пытался Распускать их выше. на 40 Гц, но... Вот, вообще не валит. И это понятно, потому что 2 восемнахи. Валит только на инфранизких частотах. Но когда подрезал на 20 Гц, Конкретно валит, глаза вырывает, уши плющит, блядь. Это его музыка. Это она звучит в аду. Губа не бьется, пацаны. ждем еще новые трешаковые проекты. Конечно, это все чепуха, по сути. Вот если бы ты пару Sony 1300 поставил бы. Да, прирост был бы, а так нет. Компания DD Audio, ветеран автозвука, который существует уже более 30 лет на рынке, порадовал нас сразу 3 новинками. Потому что DD думает не только о прибыли, но и радует нас всегда нестандартными решениями и всегда следит за качеством своей продукции. Не только для прибыли. Купи DD на фанеру хуй найди. Слышал такое? Рупорный твиттер B4 это старший брат рупора B3. Если сравнивать с ними, так что мы получаем? Но это не точно. B4 сохранил ту же подачу, качество звука и эффективность, как и B3. На 50 Вт прибавил мощности, а значит будет громче, и это замечательно. И это точно. Получил более широкую диаграмму направленности. Кстати, посмотрите на его ЧХ. Супер ровненькая полочка от 5 до 20 кГц. То есть он не только стал громче, но и воспроизводит частоты ровнее, то есть стал качественней. Можно смело ехать на соревнования по качеству звучания. Причем сразу на Европу. Нахуярьте себе полную дверь рупоров. У меня от 5 до 20 полка, не ебет качество. Еще одна новинка, которая вот-вот появится, это обновление усилителей C-серии. Ожидаются 2 двухканальника, 2 по 100 и 2 по 150 Вт. И 2 четырехканальника, 4 по 60 и 4 по 100 Вт.
Усилители класса АБ, а это значит, что приоритет отдан именно качеству звучания. Хоть они, правда, и занимают больше места и греются сильнее, чем усилители D-класса. На борту каждого имеется 4-уровневая защита, это напряжение, переменка, от КЗ и от тепла. Каждому возможно подключить регулятор уровня. Панель подключения настроек располагается с одной стороны, что значительно удобней. Конечно, цены нельзя назвать низкими, но по информации они будут стоить дешевле 20-ки. А теперь самое интересное. Это обновление легендарных сабов Z-серии. Я не шучу. Это действительно чудо-аппаратище, так сказать, легенда автозвука, потому что прошлая серия нашумела ого-го как. Полили, да, мы прошлую серию? Ну не полили, но запах был. Все легенды воняют. Поставив несколько мировых рекордов. И, кстати, хоть и более 10 лет, она до сих пор соревнуется с современными тяжеловесами. Новый дизайн стал более космический, что ли. Выполнен в черно-красном стиле. По-моему, дизайнер и правда пересмотрел все серии Звездных Воинов перед тем, как взяться за этот саб. Он сказал воинов, 100 звездных войн. На сабвуферах Z-серии поставлен не один мировой рекорд и построен не один жесткий подсоединитель. Правда, в России мощные сабвуферы DD достать не так уж и просто, но если есть желание, это возможно. В нашем магазине вы всегда сможете купить те, которые уже есть в наличии, а тех, которые нет, заказать. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это лучшая благодарность для нас. И не забывайте, мы придерживаемся правил 3П. Подпишись, поделись по-братски. Всем пока, живите громко. Мишу М я должен был удалить из этого выпуска. Он, короче, протестировал какой-то самогон новый. И ушел в защиту под такую глухую, что он, короче, я вам расскажу как. У него пальцы работали, и какая-то часть мозга да, а все остальное нет. И поэтому он полез в ВКонтакте, и в некоторых группах и у себя на стене. Запостил некоторых людей, запостил некоторые свои мысли. В основном все это касалось половых органов, так или иначе. Сам потом это все удалился, на всех обиделся, послал всех нахуй. Конечно же, потом он протрезвел, извинялся и так далее. Блогер, он хороший, вроде человек тоже неплохой. Но, Миша, не тестируй больше такие самогоны, пожалуйста. Иначе у меня просто не будет морального права пропускать тебя в наши новостные выпуски. Про белиберду со срезами я вам сразу скажу, не слушай, не верьте ни единому Мишиному слову. Там вообще не... Ну, прикольно. Короче, с высоты своего опыта в автозвуке я насмотрелся много разных людей, много разных проектов. Я вывел одну такую мудрость. Смотрите Мишу М, но не слушайте его. Тем, кто пишет, верните Саню. Саня никуда не делся, я не могу делать все сам. Я знаю, что многие любят Дом 2. Но есть, я Дом 2 называю то, что происходит в Ютубе сейчас, тенденцию, когда привыкают к личности и смотрят там, чем она уже занимается. Борщ она готовит или рыбалкой занимается, смотрят из-за человека, из-за его харизмы. По сути, это просто привычка. Люди любят видеть своих героев там, и так далее. Но есть люди, которым интересно узнавать что-то новое из мира автозвука. И я понимаю, что Стас, возможно, еще сыроват, но я дал пареньку шанс, и вы тоже его поддержите. И огромное спасибо тем, кто это сделал, поддержал его, написал круто, молодец. Тем более для начала. Вы не понимаете, что это буквально 3-е видео на ютубе вообще, которое парень делает. Он очень талантливый на самом деле. Поддержите его обязательно, поставьте лайк. Огромное спасибо тем, кто в первом выпуске это уже сделал. И всем пока, живите громко. И что еще про КЗ-13, да, надо рассказать? Расскажем? Мы уже и там обещались. Так, ребята, у нас, давайте опять вкратце, это будет презентовано. Что, рука отсохла, что ли? Кузя, да что? Итак, ребята, это, а нахрен ты это оставил, Кузя, я же попросил убрать. Итак, это первый в мире, как я люблю говорить. Ну, это так и есть. Есть похожий стенд у Стива Мида, есть похожий стенд у Виталика Страдивари, я хотел сказать, но он теперь Дед Витос, да? Но этот стенд имеет несколько очень сильных отличий от стендов, которые вы видели ранее. Вы, в принципе, можете многие из них наблюдать уже сами. Этот стенд сможет тестировать одновременно 2 усилителя, выводя показания нам сразу на монитор. Этот стенд позволит нам делать это быстро, мы можем переключать в реальном времени сопротивление здесь. У нас здесь есть неограниченный запас по питанию. У нас здесь есть практически все датчики на входах и на выходах, от силы тока до температуры. И также мы видим вольтаж на каждой банке на литии. У нас здесь моноблок, не
монитор, это полноценный компьютер, на котором мы можем проводить как замеры, так и выводить какое-то видео, мануал к усилителю, он подключен к интернету. Мы можем делать это все очень быстро, плавные регулировки уровня сигнала. В общем, очень много таких вещей здесь есть, я вам про все расскажу чуть позже. И основная задумка — это сделать тест усилителей более развлекательными, более простыми для нас, чтобы это было не так геморно. Потому что тест любого усилителя — это геморрой на самом деле. С цифрами, с калькуляторами, с бумажками, там что-то не получилось. Здесь это все должно быть упрощено. SPL Lab заранее спасибо, пока заранее. Они под нас пишут отдельную программу, эксклюзивно для именно тестов Loud Sound. И у нас не хватает еще здесь столешницы. А столешницу мы заказали из черного каленого стекла. Мы заказали в Купертино. Короче, вот они нам сделают, как на iPad такое стекло. Как на печке будет, короче. Мы будем здесь варить борщ. Такой небольшой анонс стенда Loud Sound KZ13, который назван то ли в честь Кузи, то ли в честь короткого замыкания, что в принципе одно и то же. И что еще раз скажу, всем пока живите громко, это будет уже 3-й раз, да? Ладно, 4-й раз, всем пока живите громко. У нас появился чат в Телеграме с самым настоящим Басиком, и у него даже типа есть мозги. Заходите в наш Телеграм, читайте, что пишет Басик, можете даже особо умные с ним пообщаться, он отвечает некоторым людям. Ставьте лайки, все будет у вас здорово, живите громче всех и не забывайте, что самые громкие это мы.